Всем привет, друзья! Вы на канале Team Spirit, и сегодня мы посмотрим, насколько хорошо Мага и Денис знают друг друга. Поехали! Для Денчика идеальное утро. Не знаю, проснулся по будильнику там в 10 утра. Умылся, быстро все сделал. Осознавать то, что у тебя есть еще много времени, чтобы сыграть в паблики, покушать, сделать все дела, и потом уже заиграть квешки. Вот такое должно быть осознание. У него, точнее, должно быть осознание. Чтобы было идеальное утро. Конечно, да, идеальное утро не такое в моем представлении. Какое у тебя идеальное утро? Ну, я без будильника всегда встаю. Без будильника. Вот когда захотел, тогда встал. Пойти, умыться. Это правильно. А потом просто играть, погулять, может. Ну, если идеальное утро. Идеальное прям утро. Прям идеальнейшее утро. Наверное, так. Встать в час дня и лежать на кровати, я думаю, целый день потом. Ну, играть с друзьями в пати, в дот. Думаю, это идеально. Ну, я бы не сказал, что это именно мое утро. Для меня, наверное, идеальное утро, когда я вот просыпаюсь, знаешь, мне никуда не надо идти. Я могу чуть полежать, посмотреть тиктоки. Ну, в час дня. Ну, не в час дня. Ну, в 12. А час раньше, может. А потом пойти, я не знаю, в доту поиграть, заказать себе что-то, умыться там и все такое. Ну, Да утро всегда бывает добрым, ну чё? Димаса. Потому что Димас. Ну, Димас у всех лучший друг. Я не могу это никак объяснить. а это надо было из команды, я просто не знал. Да я не из команды, просто рандом назвал. Димаса? Да. Ну, пусть будет Димас. Да, Хорошо. ты прав. Идеально. Каких-нибудь своих дагестанских друзей. Ну, это тоже факт. Я не могу тут спорить. У него еще такие гейские замашки присутствуют. Что за бред? Это не замашки. А что еще могу сказать на это? Это бред. Никаких замашек нет. Типа и все. Вспыльчивость. А я на серьезно ответил. Хорош. Не, ну, возможно, у меня есть вспыльчивость. Нет, никогда в жизни. Нет. Зачем мне доверять Денчику какие-то секреты? Он не умеет держать секреты, мне кажется. Я не знаю, какой-либо его друг. Возможно. Может быть, мама, там, папа. Ну, не знаю, друзья, я не часто переписываюсь. Я вообще ни с кем не переписываюсь, не общаюсь. Ну, у меня не совсем верно. Ну да, я просто не стал говорить правду и все. Да, спасибо. Вот, смотрите, ребята, это Денис, он не повис. Веселый дагестанец. Ладно. У тебя неплохо было. Так, ну, у тебя, в принципе, тоже неплохо, я тебе так скажу. Не, вообще, кстати. Вы спирит? Тимбер пусть будет. Мой любимый герой? Ну, я не знаю, что любимый. Нормальный. Смотри, на Ну, нем может, сыграл. вся земля. Так наоборот, на КВшке с миру сделали. 1xbet – официальный партнер Team Spirit. Переходи по ссылке в комментариях, вводи промокод 1xts и получай бонус на первый депозит. Наверное, Маурин пусть будет. Против Найтфола. Ты уверен? Так мы же... Я тебе наоборот говорил, то, что мы когда играли против них игру, то что против них вообще легко было стоять. Я не помню, ты... Я что знаю против Не, вообще сложнее? сложнее всего против, наверное, Мики, наверное, стоять. А, против Скитера точно. Ну, Скитер, потому что там... Ну я ее не читал темы, только ЦИС. А ты как считаешь, против кого сложнее тебе ставить? Не знаю. Не против кого. Ну, Нет такого. я просто сказал Маурин, потому что он тебя закрыл на Хускаре до черта. Это факт. Домой в России, наверное. Махачкала. Конечно. Куда же еще? Ну, это самый очевидный ответ.
друзей рядом, именно которые у него были в его городе? Гору. Это какие-то стереотипы, я не могу понять, или что? Так нет, типа я просто ответил, как я думал. Ну ладно. Не, если я не прав, извини, но это просто был вопрос ко мне, Ну и да, я я просто, подумал, как ну, ты бы думал. Да, Если бы город- я был тобой, я Ну, бы слился тоже. Ну, Во- короче, ты вообще, да, я вот. Иногда мне просто грустно становится, что я не вижу гору у себя, ну, в окне. понял. Так я про это тоже думал. Мне кажется, Блин, вот, кстати, это могло бы быть идеальным утром. Ты просыпаешься, короче, такой, у тебя окно. так нет, ты сразу на горе должен проснуться где-то в горе. да. Да, где-то у тебя. Потому что я ночью к ней не пошел. Она ко мне, точнее, не пошла, а я к ней пошел, наоборот. От домашних сосисок. Junk food. Что за хуйня? Ты помнишь хуйню? Это про домашние сосиски. Домашние сосиски, я понял, ага. Но там был другой контекст этих домашних сосисок. Ты помнишь же его? Это же я тебе предлагала. Ладно, ладно. Хороший ответ, но вообще мимо. Не, вообще это правильно, он просто стесняется, и все. Коротыш. Ебать, он меня выбесил. Магика. Коротыш. Не, коротыш мимо. Этим меня не выбесишь. Ладно, гузлик. Гузлик? Гузлик. Он просто называет магик, и что такого? А что ты подразумеваешь по слову магик? Маленький такой магик. Маленький мага? Хорошо, я понял. Ну-ка. Подожди. Надо было, чтобы ты угадал. А сколько ты сказал, я не услышал. Ты не услышал? А, Угадай. сейчас я вспомню. Не знаю, ну самый логичный 33 года, 34-35. Ну все, я не буду угадывать. Сколько он сказал? 26. Что за кринж? Потому что, ну, это уже возраст как бы для всех мидеров. То, что пора уже задуматься о смене роли, либо... Да, карьера карьеры. это... А, саму карьеру. Блин, я, значит, неправильно понял Если про вопрос. роль, то maybe еще. Ну, типа, это уже так. Ну, знаешь, Но ты карьера- начнешь задумываться, типа, о том, что, блин, может быть, все, хватит. там, Молодые, типа, да? В 32 года. Ну, сказал правду. 32 года? Да. Нормально. С мидерами остальными, мне кажется, и с какими-нибудь такими токсичными игроками. Ну, в частности, просто с мидерами, потому что ему придется делить роль. Или идти на керри. Ну, с другими, наверное, оффлейнерами. Нет, наверное, игроков прям. А, может, Кертин Келли какой-нибудь. Вот это, кстати, факт. Это факт. Это прям реально факт. А ты О, помнишь, что я да. про него говорил? Ну да, конечно. Да, смотри. А я не буду угадывать. Какой же он долбоеб. Какой я бог. Подожди, Подожди. это типа вопрос, вот тебя задают вопрос, типа, что я подумал про тебя? Ага. Какой ты бог? Ну да. Какой я бог. Можно next вопрос. О, давай. О. Где мы против Астра играли, где он играл на White Spirit против Эрки. Ну, на земле. Вот он играл официалку. Это его худшая официалка. Надеюсь, последняя на земле. Ты согласен с моим ответом? Ну, я тоже что-то такое думал. Но это более-менее. А Я что не думаешь, по твоему мнению? Там вообще все официалки были худшие. Ну, я сам не знаю, если честно, я не помню. Но я еще подумал, где ты играл на Магнусе против Талон, где ты РП мазал каждым. Вот там тоже. Ну, не сказал бы прям так. Там Просто в что-то некоторых моментах не повезло. Там Или что-то было. противник сыграл лучше. Но там что-то было. Ну, там что было. Было что-то в этом, да? Он иногда такие шутки бросит просто вот неуместные, гейские, просто уебищные максимально. И ты смотришь на эти шутки, слушаешь, и такой думаешь, господи, мама родная. Нет, я не стыжусь за него. Не бывает. Все, вот оно отличие мага. Больше мои друзья. Короче, я думаю, вполне нормально друг друга знаем. Про себя говори. Ладно, он меня вообще не знает, но я его знаю. Про себя могу сказать, что я думаю, где-то на 99.9 я понимаю, ну, вообще магу как человека. Это достаточно, он легко читаем во всех аспектах.
обычные животные инстинкты им правят, то есть в этом ничего такого нет. То есть его легко достаточно понять. А думаю, он меня не может понять, потому что мы просто разные. We different. Да? Комментарии про гейские шутки. Я не знаю, с чего Мага взял, что я типа шучу. скажи. Подожди, еще раз? Это как-то странно. Я же вообще не шучу про такое вообще. Серьезно говоришь тебе? Ну, я не шучу. Ну, я Вообще понял. на эту Короче, тему. скрытый намек понят, если что. Спасибо, что посмотрели это видео. Надеюсь, вы нас узнали чуть-чуть получше. Подписывайтесь, ставьте лайки, смотрите нас дальше.